Я обучила Google, ChatGPT и другие поисковые системы цитировать сайты моих клиентов по нужным мне запросам. У одного из наших клиентов трафик с AI вырос на 1000%. В этом видео я расскажу тебе, что происходит с поиском, как оптимизировать сайт, чтобы он появлялся в AI-ответах, и как отследить трафик с искусственного интеллекта. Меня зовут Наташа, я SEO-специалист с 8-летним опытом. Как выжить, когда Google и ChatGPT забирают весь трафик? Вы вкладываете в сайт, пишете статьи, оптимизируете их под SEO. В конце я дам 3 готовых промпта, которые вы можете вставить в ChatGPT или Gemini и сразу проверить свой сайт. Google запустил AI-режим. Теперь вместо ссылок обзор сгенерированный ИИ. Все красиво, аккуратно и без вас. Поисковый трафик, соответственно, начал снижаться. CTR снижается. Раньше, если вы писали статью «15-минутная тренировка», то сейчас ответ прямо в выдаче, сгенерированный ИИ. То есть переходить на сайт уже не нужно. Но на самом деле это не приговор. То есть в выдачу можно попасть. И мы на одном проекте давали микроразметку и встроили короткие видео с объяснениями прямо на страницу. И Google начал чаще ссылать нас в AI-обзорах. Сайт без AI-оптимизации – это как магазин без вывески. То есть он есть, но в него никто не заходит. И что конкретно делать, чтобы попасть в AI-ответы, чтобы AI выбрал именно вас, мы разберем дальше. Пример. Был сайт с инструкцией, как выбрать CRM-систему для фитнес-клуба. В первой версии 10 абзацев философии. В новой версии сразу таблица с инструкцией, как выбрать CRM-систему. Результат – AI выбрал ее, и уже через неделю статья была в AI-ответах. Что делать? Пиши сути. Первый абзац равно прямой ответ. А как же именно писать, чтобы AI понял тебя как человека? AI любит простой язык. Вы пишете автоматизация процессов управления, а человек пишет, как вести учет клиентов без головной боли. У нас был кейс. Юрист писал юрисдикция правоприменения, а мы переписали, как подать жалобу. AI начал чаще брать этот ответ. Что делать? Проверяй свой текст. Говори так, как сказал бы другу. А что же делать с заголовками? AI считывает заголовки так же, как человек. Один заголовок – это H1, это главный заголовок, H2 – это подзаголовки, H3 – это подпункты. Был клиент с кучей H1 заголовков на одной странице. Для человека каша, для робота, для AI тем более. Мы убрали все лишние заголовки, оставили только один, остальные заменили на H2 и на H3. И через неделю эта страница уже попала в блок вопрос-ответ. Проверь. На странице должен стоять один заголовок H1, а все остальное разделяй под заголовками. А куда ставить ключевую суть? Начинай с вывода. Люди скроллят, AI тоже скроллит весь интернет. И чем раньше он находит ответ, тем выше шанс, что он возьмет именно ваш текст. Пример. Туристический блог. Раньше 5 абзацев истории. Переписали, осталось. Самые лучшие направления – Турция, Египет, Таиланд. И результат – статья попала в AI-ответ Google через месяц. В начало краткий итог. О чем статья, кому она будет полезна и что узнает читатель. Ты можешь писать идеально, но если AI не знает твой бренд, ты не попадешь в выдачу. Как проверить? Зайди в ChatGPT или Gemini и напиши, что ты знаешь о моем бренде. Был кейс интернет-магазин. Мы проверили информацию в Gemini и в ChatGPT и увидели, что есть неактуальная информация по деятельности компании. Мы поменяли, обновили все профили Яндекс.Справочник, Google Бизнес, Тугис, и уже через месяц актуальная информация появилась, то есть ошибок уже не стало. Исправь неточности, если есть ошибки. Обнови профили и карточки компании. Люди верят AI, но еще больше верят людям. Почему это так важно? Собирай отзывы. Отзывы – это валюта доверия не только для людей, но и для AI. Чем больше реальных отзывов, тем выше шанс, что AI выберет именно вас в AI-ответах. Пример. Сайт по обучению английского языка. На сайте стояли обычные текстовые отзывы, мы поставили виджет с Google Business с реальными отзывами. И результат через 2 недели сайт начал показываться в AI-ответах по конкурентному запросу. Собирай свежие отзывы и показывай их на ключевых страницах. Видеоотзывы еще лучше. А что еще делать, чтобы усилить доверие к вашему сайту? Ссылки с авторитетных источников. AI видит, кто на вас ссылается. Чем авторитетнее источник, тем выше шанс, что вам можно доверять.
Что делать? Договаривайся с другими сайтами, заказывай гостевые посты, публикуйся на разных площадках, получай упоминания. Каждая ссылка – это плюс к шансу попасть в AI-ответ. Но одних ссылок мало. Показывай свою экспертность. AI любит цифры, факты и доказательства. Если ваш контент экспертный, AI выберет именно вас. Пример. Сайт про ЗОЖ и питание. В старой версии статьи было написано «Ешьте больше овощей». В новой версии статьи мы добавили ссылки на исследования о влиянии клетчатки, добавили цифры из отчетов ВОЗ, добавили цитату нутрициолога. Результат: статья попала в AI-ответ Google по запросу «Правильное питание для начинающих» и привела более 150 посетителей за 2 недели. Добавляй в тексты авторскую биографию, какие-то цифры, награды, все, что доказывает, что вы не болтун, а практик. Но это еще не все. Что еще можно сделать прямо сейчас, чтобы прокачать свой бренд, свою компанию? Разметка, схема орг — это язык, на котором ты разговариваешь с AI. Добавь структуру, и ты уже выделяешься. Контент-усилители, короткие видео, Reels, Shorts, и их видит, и воспринимает их, особенно если бренд упоминается в описании. Отзывы и упоминания — это сигналы, которые подтягивают тебя в граф-знании Google. Все эти мелочи делают тебя видимым для ИИ. А как отследить AI-трафик? Итак, чтобы увидеть ваш AI-трафик на вашем сайте, вам нужна Google Аналитика. Переходим в отчеты, разворачиваем список источники трафика и нажимаем на привлечение трафика. Здесь нажимаем на кнопочку «Добавить сравнение». Выбираем трафик переходов, партнерский трафик, снимаем галочку со всех пользователей. Применить. Да, я знаю, что интерфейс Google Аналитики похож на твою годовую отчетность налоговую, но мы почти закончили. Нажимаем «Добавить фильтр». Самое главное, выбираем параметр «Источник, канал сеанса». Тип соответствия выбираем «Соответствует регулярному выражению». И текст вводим тот, который у нас стоит в описании. Теперь последние штрихи. Выбираем дату. Мы поставили 12 месяцев. И еще момент. В самом низу вам нужно выбрать не основная группа, а источник, канал сеанса. И все, если вам повезет, вы увидите трафик с искусственного интеллекта на ваш сайт. А чтобы увидеть полный список, какие страницы посещали, нажимаем «Взаимодействие», «Страницы» и «Экраны». Здесь также проверяем именно сравнение, чтобы стоял партнерский трафик. Еще раз добавляем фильтр по тем же самым параметрам. Тип соответствия соответствует регулярному выражению. И вводим текст, который у нас в описании. Все, ниже вы увидите страницы, которые посещают. Окей, вы нашли AI-трафик, а какие результаты можно получить на примере нашего клиента? Здесь же в этом же отчете покажу вам на примере нашего клиента. Сравниваем предыдущий период и смотрим статистику. То есть переходы из AI увеличились, мы видим, что на 1500% они выше, потому что раньше их не было совсем. То есть раньше было 12 переходов за прошлый год, сейчас уже 199. И да, трафик с Google SEO тоже вырос, и выросло количество ключевых запросов, по которым показывается этот сайт в Google. Как и обещала, 3 готовых промпта, которые вы можете вставить в Gemini либо ChatGPT прямо сейчас, чтобы проверить свой сайт. Первое, что ты знаешь о названии своего бренда? Второй вопрос, какие сайты ты чаще всего используешь как источник по теме ваша ниша? И третий вопрос, какой сайт ты бы посоветовал, если я ищу ключевой запрос в вашей нише? SEO в будущем — это доверие, польза и структура. Сделай так, чтобы AI хотел на тебя сослаться. Если хочешь адаптировать свой сайт к AI, мои контакты в описании к ролику. А если хочешь, чтобы твой сайт выглядел в выдаче вот так, то жди следующий ролик. Мы разберем микроразметку и как она вытягивает твой сайт наверх.